Дорогие россияне, это мое первое видео в этом году, не считая стрима. Так что прежде всего поздравляю всех с Новым годом и с Рождеством! Надеюсь, вы хорошо отпраздновали и отдохнули за каникулы. И желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви и счастья! Всем привет! Меня зовут Мэри Джейн, я из Филиппин. Теперь в своих видео я буду выставлять самые популярные комментарии из предыдущего видео, что бы там ни было. Итак, в этом видео я расскажу о необычных вещах, которые я заметила на Новый год в России. Они не плохие, просто странные для меня. И когда я спрашиваю людей о них, никто не дал мне толкового объяснения. В основном они просто делают то, что привыкли делать, даже не задумываясь о причине. Поэтому надеюсь, что вы напишите в комментариях и поможете мне понять, почему русские делают такие вещи на Новый год. Давайте начнем. В прошлом году, когда я впервые праздновала Новый год в России, я заметила, что и здесь тоже Санта-Клаус. Но люди продолжали говорить мне, это не Санта-Клаус, а Дед Мороз. Что это два разных персонажа. А я запуталась, потому что для меня они выглядят одинаково. Старик в красном пальто приносит подарки детям. Почему они разные? Может, все-таки один и тот же персонаж, только разные имена? Понятия не имею. На Филиппинах Санта-Клаус приходит во время Рождества, которое мы празднуем 25 декабря, а не в Новый год. Именно Рождество у нас это время подарков. Для меня это странное отличие, но не самое странное. Ладно, 3 следующих вещей, о которых я буду говорить, я заметила их только во время новогодних вечеринок моей дочери под названием «Утренники». Кроме садика, она посещает еще 3 разных занятия, и я не знала, что везде будут разные утренники. Когда я услышала об этом, я подумала, что? Ты имеешь в виду, что нам нужно готовить 4 разных подарка из костюма? Просто смешно. Теперь я не уверена, стоит ли ей ходить на все эти занятия в этом году. Шучу. И одна из первых вещей, которые я заметила, на 3 из 4 утренников у них есть коробка конфет для подарков. 3 коробки конфет. Я думаю, что это кошмар для любого родителя, а может только мой. Конечно, я не против, если мои дети иногда кушают сладости, но получать только сладости за один раз, для меня это просто безумие. Почему русские дарят столько сладостей на Новый год? А есть ли в этом какой-то особый смысл, которого я не знаю? Я подумала, что взрослые, особенно учителя, должны сказать детям, чтобы они не ели слишком много сладкого, чтобы их зубы не гнили и их здоровье не портилось. Я ничего не понимаю. Еще я заметила, что взрослые часто просят детей спеть песню или рассказать стих перед тем, как дать подарок. Я думаю, что, конечно, это круто, что дети стараются учат что-то или тренируются память, чтобы получить свой подарок. Но на Филиппинах у нас такого нет. Мы просто дарим подарки. Но мне любопытно, а есть ли какая-то история за этой практикой или нет? Наконец-то, когда я увидела много фотографий с детских утренников, я заметила, что рядом с Дедом Морозом стоит девушка с синим платьем. Я начала задаваться вопросом, кто она? Она какая-то особенная помощница? Эльф? Снежная королева? Детская версия Деда Мороза? Молодая жена Деда Мороза?
Когда я спрашиваю, кто она, мне говорят, как ее зовут, Снегурочка. Но для меня это ничего не объясняет, понимаете? Так что я сказала: окей, Google, кто такая Снегурочка? Тогда я узнала, что она внучка Деда Мороза. Но, вы знаете, это только привело меня к еще большим вопросам. Кто жена Деда Мороза? Где его дети? Сплошные загадки. Я ничего не понимаю. Одна моя подруга рассказала мне, что здесь в России есть традиция слушать поздравительную речь президента во время боя курантов. Мой муж эту речь не слушал и не стал мне ничего рассказывать. Но меня удивила сама идея. Это давняя традиция или только началась в последние годы? Еще больше меня интересует, действительно ли много людей сидят перед телевизором и смотрят саму речь? Вы смотрели? А что вы думаете о этой традиции? Ходить на рождественскую елку на площадь или что-то в этом роде? Честно говоря, я понятия не имею, почему так поступают в России. Какой в этом смысл? Для меня это просто странно, потому что на улице зима, и холодно, и обычно многолюдно. Если вы хотите увидеть фейерверк, обычно его можно увидеть откуда угодно, где вы живете. Просто посмотрите на небо. Не так ли? Но большинство моих знакомых пошли именно на площадь, на елку. Почему? Скорее всего, для большинства из вас это абсолютная ерунда, а может даже глупость. Но это все реальные вопросы, которые возникают у меня в голове. Поэтому, если вы сможете написать в комментариях и прояснить некоторые из них, я буду благодарна. И главное, помните, что лайк под этим видео сам себя не поставит. Жаль, было бы удобно. Спасибо за просмотр, пока. Саламат по...